Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео поделюсь с вами несколькими простыми и вкусными идеями заготовок для завтрака, чтобы вы смогли сэкономить свое время утром на кухне. Перед тем, как мы начнем, напоминаю только подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и давайте начинать готовить. Начну я с приготовления творожной основы. Она мне пригодится и для сырников, и для ленивых вареников. Творог лучше брать пастообразный, без комочков и 5% жирности. Всего творога у меня 1200 грамм. К ним добавляем 6 желтков. Белки нам не понадобятся, поэтому я их перекладываю в отдельную емкость и поставлю в холодильник. Можно также заморозить их и использовать тогда, когда вам будет нужно. Добавляем подсластитель. У меня это 3 столовые ложки сахара. Вы можете использовать любой другой на ваш вкус и в том же количестве, как вам больше нравится. Муки я добавляю сюда 6 столовых ложек. Перемешиваем до однородности. Притрусим поверхность мукой и возьмем часть от приготовленной массы. Я взяла примерно 200 грамм. Раскатываю такую не тонкую колбаску и нарезаю на кусочки. Буду из каждого кусочка формировать сырники. Мне больше нравится, когда они маленького размера. Половину от общего количества творожной массы я буду использовать для сырников. У меня их получилось 22 штуки. Выкладываю на пергамент и ставлю в морозилку. Если для вас важно поддерживать правильное питание, но не хватает времени самостоятельно составлять для себя рацион и искать новые интересные рецепты, то вы всегда можете приобрести готовые меню на моем сайте olyapins.com. Хочу обратить ваше внимание на новый рацион Eat and Repeat. В нем много простых и вкусных рецептов, а также основные блюда, то есть обед и ужин, готовятся там сразу на 2 дня, чтобы вы могли еще больше сэкономить свое время. На него сейчас действует скидка, поэтому кому интересно, ссылочка на него есть в описании под видео. Ну а из оставшейся половины творожной массы я сделаю ленивые вареники. Также возьму небольшую часть теста и раскатываю ее в этот раз уже в тонкую колбаску, и ее нарезаю на маленькие кусочки. Можно оставить их прям такой формы, немного обваляв в муке, либо же скатать шарики. Их я также буду замораживать. А теперь хочу попробовать еще один способ, как можно сделать ленивые вареники, точнее заготовки для них. Этот способ гораздо проще. В такую силиконовую форму для выпечки печенья савоярди выкладываем творожную массу. А теперь просто отправляем в морозилку. Но такие ленивые вареники у нас получаются формы колбасок. Когда все заморозилось, буду перекладывать по пакетикам. Можно также хранить в контейнерах, как вам удобнее. Я в этот раз вообще решила завакуумировать. Не могу сказать, что это самый лучший способ хранения, так как все равно придется разрезать пакет, использовать часть продуктов, и они останутся храниться уже в разрезанном пакете. Ну, кроме того, это не самый экологичный способ, поэтому я по максимуму стараюсь повторно использовать пакеты. А это все, что у меня получилось из творога. Если рассматривать это как заготовку завтраков для одного человека, то мне кажется, этого точно хватит на месяц. Потому что, конечно, есть каждый день сырники, либо ленивые вареники надоест. А если есть их раз в неделю или 2 раза в неделю, действительно хватит надолго. Замороженные сырники я кладу сразу на сковородку и готовлю на маленьком огне под закрытой крышкой. Сначала 5 минут с одной стороны, потом переворачиваю и готовлю с обратной стороны. Они получаются на вкус точно такие же, как если бы я приготовила их не замораживая. Или же как вариант вы можете сразу их поджарить, а потом уже заморозить, и тогда их останется только разогреть утром. Ленивые вареники в виде палочек не самый лучший вариант, мне все-таки больше нравится, когда они маленького размера, так как эти немножко разваливаются. Но в приготовлении они гораздо проще, так как их не нужно лепить. В этом их большое преимущество, поэтому такой способ тоже имеет место быть. Ну а теперь давайте сделаем заготовки ленивой овсянки.
Один из моих любимых ленивых завтраков. Сначала я беру 40 грамм овсяных хлопьев долгой варки, 1 столовую ложку семян чиа, 1 столовую ложку кокосовой стружки, 1 столовую ложку миндальных хлопьев, чуть больше, чем 1 чайную ложку меда, 100 грамм греческого йогурта без добавок и 100 мл молока. Я в этот раз взяла кокосовое. Хорошенько перемешиваем, накрываем крышкой и ставим в холодильник на ночь. Но уже перед тем, как есть такой завтрак, добавим еще немного ингредиентов. Здесь у меня 20 грамм растопленного белого шоколада. В состав него, кстати, входит кокосовая стружка, поэтому она имеет такую текстуру. Сверху также добавила еще немножко кокосовой стружки и нарезанный миндаль. Поставлю еще буквально на минуту в холодильник, чтобы шоколад немножко схватился. А я покажу вам тем временем еще 2 вкусных рецепта ленивой овсянки. Основа у них будет общая. Берем 80 грамм овсянки, 2 столовые ложки семян чиа, 50 грамм ванильного протеина, 200 грамм греческого йогурта и 200 мл молока. Все это вместе перемешиваем хорошенько. Подсластитель, кстати, я не добавляю, потому что протеин у нас уже сам по себе сладкий. Ставим массу в холодильник на ночь. Ну а теперь четверть от всего общего количества я выкладываю в каждый стаканчик. Один у нас будет с начинкой со вкусом сникерса, поэтому добавляю немного арахисовой пасты, 1 чайную ложку, просто размазываю ее по краям, чтобы выглядело красиво, а потом в процессе вы, конечно же, это все вместе перемешаете. Сверху я выложила еще четверть от основы для ленивой овсянки и покрыла это все сверху растопленным молочным шоколадом, без сахара в составе, взяла его 30 грамм и сверху посыпаем арахисом. Но это самый, наверное, простой способ приготовления ленивой овсянки, но при этом он не менее вкусный и, конечно же, еще более полезен, так как тут в качестве начинки можно просто использовать фрукты, ягоды, либо же пюре, приготовленное из них. А это, в свою очередь, не только вкусные, но еще и очень сытные варианты приготовления ленивой овсянки. Мне больше нравится вот этот со вкусом Рафаэлло. Но вообще ленивая овсянка — это классный вариант для заготовки завтраков, потому что с начинками можно экспериментировать практически бесконечно. Ну а для следующего рецепта нам понадобится красная чечевица. Я беру ее 150 грамм, хорошенько промываю ее водой, заливаю водой и оставляю так на некоторое время. Когда она набухнет, сливаем лишнюю воду и отправляем ее в чашу блендера. Добавляем 2 столовые ложки семян чиа, 1 столовую ложку масла, 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку разрыхлителя и немного лимонного сока, а также 1 яйцо. Ну а теперь перемешиваем это все вместе до однородности. Массу, что у меня получилось, выкладываем в миску и теперь добавляем к ней 100 грамм муки. У меня мука из твердых сортов пшеницы. Хорошенько перемешиваем. У нас получится вот такое вот вязкое тесто. Можно добавить еще немножко муки, у меня всего было 100 грамм. Ну а теперь из этой массы формируем шарики. Для этого смачиваем руки водой, чтобы тесто не прилипало, и тогда это можно будет легко сделать. Со всего количества теста у меня получилось 6 штук. Посыпаем сверху кунжутом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаться они будут от 20 до 30 минут. После чего булочки готовы. Почему я показываю их видео с заготовками? Да потому что их можно положить в пакет и заморозить. Утром разморозить в микроволновке и использовать как основу для любого завтрака. А эти булочки очень полезные, так как в них много клетчатки, сложных углеводов и других витаминов. Конечно, можно использовать не только на завтрак, например, на перекус. Мне нравится их сочетать вместе с авокадо. Но это, конечно же, только один из множества вариантов. Экспериментировать с начинками можно бесконечно и использовать их для полезных сэндвичей. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также не забудьте подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся в следующих роликах.